Из этого видео вы узнаете, что такое лямбда-зонд. Лямбда-зонд, он же датчик кислорода, может иметь один провод, два провода, три провода, либо четыре провода. Сути это никак не меняет, то есть у датчика имеется всего лишь один сигнальный провод. Если у вас от датчика отходит один провод, значит это он и есть сигнальный провод. Если у вас два провода, тогда у вас один сигнальный провод и один провод массы. Если же 4 провода, тогда сигнальный провод, провод массы и два провода подогрева датчика. На автомобилях Евро-2 обычно устанавливаются датчики с одним либо двумя проводами, то есть эти датчики не имеют подогрева. На автомобилях Евро-4 там уже установлены датчики с 4 проводами, то есть там уже имеется подогрев в самом датчике. Далее объясню, зачем он нужен. Также на вашем автомобиле может быть установлен один датчик кислорода, может быть установлено два датчика кислорода, а также может быть установлено 3 и более датчиков. Все это зависит от количества каталитических нейтрализаторов, то есть катализаторов на вашем автомобиле. Чем их больше, тем естественно будет больше датчиков кислорода. Потому что датчик кислорода в первую очередь необходим для полноценной работы каталитического нейтрализатора, по-простому катализатора. Но на сегодняшний день датчики кислорода применяются не только по своему прямому назначению, но об этом далее. Суть работы датчика заключается в его названии, то есть датчик кислорода. Данный датчик измеряет количество оставшегося кислорода в отработанных газах. Вернее, даже он не измеряет это количество, а сравнивает его с кислородом, который находится в месте движения автомобиля. Потому что мы знаем, что в разной местности, на разных высотах содержание кислорода в воздухе будет различаться. Поэтому будет различаться количество кислорода именно в отработанных газах. И датчик кислорода позволяет сравнить соотношение кислорода, которое осталось в отработанных газах, с кислородом, который у нас в окружающей среде. И тем самым мы можем косвенно следить за составом топлива-воздушной смеси. Датчик кислорода полноценно может работать только в разогретом состоянии. Поэтому его всегда устанавливают как можно ближе к выпускному коллектору. Потому что здесь отработанные газы имеют наиболее высокую температуру. И, собственно, эти газы и разогревают сам датчик. Но это происходит все равно не так быстро, и поэтому с приходом норм Евро-4 производителей обязали уменьшить время разогрева датчика. И поэтому на тех системах уже начали устанавливать датчики кислорода, которые имеют уже встроенный подогрев в самом датчике. То есть у них уже 4 провода, 2 провода из которых это именно цепь подогрева в самом датчике. Находится нагревательный элемент, и при подаче на него напряжения он разогревает сам датчик немного быстрее, чем делают это отработанные газы. Так зачем же применяются датчики кислорода? Самое главное назначение датчика кислорода – это обеспечить полноценную работу катализатора. Дело в том, что катализатор может эффективно работать только в условиях, когда топливо-воздушная смесь близка к стихиометрии. То есть топливная смесь состоит из 1 кг топлива и 14,7 кг воздуха. Именно при помощи датчика кислорода блок управления двигателем обеспечивает такую топливо-воздушную смесь в районе стихиометрии при работе двигателя на холостом ходу. Поэтому датчик кислорода устанавливается перед катализатором, и при помощи него блок управления двигателем оценивает остаточное количество кислорода в выхлопных газах и тем самым поддерживает смесь в районе стихиометрии. Так было на автомобилях Евро-2, но с приходом норм Евро-4 и более производители уже обязали не только обеспечить эффективную работу катализатора, но и следить за эффективностью его работы. Поэтому на более поздних системах на автомобиле стали устанавливать и второй датчик кислорода, который устанавливается уже после каталитического нейтрализатора. И его главная функция, его главная обязанность – это следить за корректностью и эффективностью работы катализатора. Поэтому принято называть первый датчик кислорода управляющим, а второй датчик кислорода, который установлен после катализатора, принято называть диагностическим. То есть он производит диагностику работы катализатора. Поэтому при грамотной диагностике можно по датчикам кислорода определить, в каком состоянии находится катализатор, даже без необходимости открывать капот. Все такие видео есть на канале. Теперь кратко о принципе работы датчика. Блок управления двигателем подает по сигнальному проводу опорное напряжение на датчик, которое обычно составляет примерно 415 милливольт. То есть с блока управления двигателем по проводам на датчик приходит 415 милливольт. Это опорное напряжение датчика. И когда мы запускаем двигатель, система у нас работает, датчик кислорода начинает отклонять это опорное напряжение в зависимости от того, какое количество кислорода в отработанных газах. То есть если кислорода много,
то датчик снижает это напряжение. Если же кислорода мало, то датчик повышает это напряжение. Это простыми словами. И поэтому сигнал датчика имеет пилообразную форму, проще говоря, синусоиду. То есть датчик не поддерживает строго стихиометрию, а поддерживает состав смеси в районе стихиометрии. То есть чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже. И тем самым его сигнал напоминает синусоиду. Как это происходит? Допустим, когда мы запустили двигатель, то напряжение на датчике у нас 415 милливольт. Я думаю, это понятно. Оно равняется опорному напряжению, которое выдает блок управления двигателем. Так вот, после запуска двигателя и прогрева датчика, блок управления двигателем будет изменять длительность впрыска. То есть он сначала начнет немного снижать длительность впрыска и следить за реакцией датчика кислорода. Начнет ли он снижать опорное напряжение? Если да, то блок управления двигателем тогда начинает наоборот увеличивать длительность впрыска и смотрит, как датчик кислорода отклоняет опорное напряжение в большую сторону. И тем самым у нас сигнал датчика кислорода имеет пилообразную форму, то есть синусоиду. И таким образом обеспечивается топливо-воздушная смесь в районе стихиометрии. Что же касается второго датчика кислорода, который установлен после катализатора, то его сигнал наоборот будет иметь не синусоиду, а ровную линию. Но только в том случае, если катализатор исправен. А вот при неисправности катализатора сигнал второго датчика кислорода будет в точности повторять сигнал первого датчика кислорода, то есть будет иметь точно такую же синусоиду. Ну а теперь о том, для чего еще применяются датчики кислорода. Дело в том, что системы управления двигателем постепенно развиваются, и блоки управления двигателем уже могут отслеживать при помощи датчика кислорода работу адсорбера и работу системы EGR. То есть на данных системах уже не получится просто поставить заглушку под клапан EGR, потому что блок управления двигателем при помощи датчика кислорода будет отслеживать, как работает эта система. То есть ЭБУ отслеживает, когда открывается клапан EGR, сколько кислорода поступило в камеры сгорания. Здесь, конечно же, многое зависит от рынка, для которого предназначен данный автомобиль. Просто приведу для примера. Данное видео я записываю на автомобиле Chevrolet Lachetti, где блок управления двигателем не может следить за данными системами. Но когда ко мне приехал такой же автомобиль Chevrolet Lachetti 2006 года выпуска из Германии, и вот на этом автомобиле ЭБУ уже мог отслеживать работу системы EGR по датчику кислорода. Еще раз напомню, это автомобиль 2006 года выпуска. Также датчики кислорода, которые установлены после катализатора, уже участвуют в корректировке топливоподачи. То есть они работают уже в паре с первым датчиком кислорода. Тему датчика кислорода я поделил на несколько частей. В следующих частях я расскажу, можно ли проверить датчик кислорода без каких-либо приборов, можно ли отключать датчик и эксплуатировать автомобиль без датчика кислорода, что будет, если датчик кислорода выйдет из строя, а также как полноценно проверить датчик кислорода при помощи компьютерной диагностики и даже при помощи обычного адаптера ELM327. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти видео.